Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это. Примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Рюкзачок Чингука. А вы знали, что в Южной Корее Тэхёна называли рюкзаком Чингука, потому что он очень часто был прикован к его спине? Да, весьма необычное сравнение. Правильно. Как говорится, все свое ношу с собой. Кстати, кто-нибудь знает, где заказать такой рюкзачок? Уж очень понравился. А еще мне кажется, что Тэхён напоминает личную коалу Чингука. Девятое место. Слезы Чингука. Dispatch Korea использовали фотографии Тэгук с BTS Festa Diner 2022 года в качестве обложки для своей истории о том, как BTS взяли перерыв и находятся в поисках настоящих себя. На фото запечатлен момент, когда Тэхён вытер слезы Чингука, когда тот начал плакать. Любовь Dispatch к Тэгук очевидна. То, как Тэхён нежно вытирает слезы Чингука с его шеи, щек и глаз с нежной улыбкой на лице, согревает сердце. Хотя Тэхёну и самому было нелегко в этот момент, он сдержал слезы, чтобы утешить Чона. Чингук проявляет себя не только как любящий партнер, но и как отличный друг и товарищ. И это не единственный случай, который удалось нам увидеть, где они поддерживают друг друга. 8 место. Не бойся, я с тобой. Помните, когда Тэхён боялся высоты, поэтому Чингук сказал ему: «Просто смотри на меня». Чон подбодрил его. Такие слова необходимы, когда человек чего-то боится и ему страшно. Тэхён: я не боюсь, когда катаюсь, я боюсь смотреть вниз. Чингук: смотри на меня, все будет хорошо. Чингук и Тэхён катались на аттракционе. В момент, когда ребят перехватил дух, они плавно и нежно переплели свои ладони. Вдвоем им ничего не страшно, одно целое, они неразделимы. Этот эпизод напомнил сцену из романтического фильма. 7 место. Чингук прячется в чемодане. Тэхёна пригласили в Париж на показ Селин. Кто-то пошутил, что Тэхён держит в огромном чемодане Чингука, потому что он полурастегнут. Чемодан Римува, который нес Тэхён, был открыт. И кстати, Тэхён появился с менеджером Чингука, который его всегда провожал. А тот менеджер, который всегда с Тэхёном, остался в Корее. Это, конечно же, просто шутки, но очень забавные. Придумают же такое, но с чувством юмора проблем у них точно нет. 6 место. Жест любви.
Сердце пальцами – это жест, при котором человек показывает символ сердца большим и указательным пальцами. Используется в странах Азии для выражения любви. Напомню один прекрасный момент, когда Чонгук показывает пальцами сердечко Тэхёну во время перформанса с DNA. Прошло несколько лет, а в голове эти фотографии и широкая улыбка Тэхёна в ответ. Полюбуемся еще одним очаровывающим моментом. Тэхён показывает нам, что они любят друг друга. Настоящее чувство, их любовь бесценна. Это место. Комфорт Тэхёна очень важен для Чонгука. Кстати говоря, Чонгук всегда в первую очередь думает о комфорте Тэхёна. В шоу «Су», когда Тэхён пришел разбудить Чонгука, но в конце концов сам завалился к нему, у Чонгука была единственная подушка, на которой он спал. И валялись в обнимку они еще достаточно долго, спящие медвежата. Следующий отрывок, где Хобби уже приходит будить ребят. И подушка Чонгука уже под головой Тэхёна, а сам Чонгук продолжал спать просто на матрасе. Чонгук просто невероятно милый и заботливый парень. Тэхёну очень повезло, что он у него есть. 4 место. Руки прочь. Глядя на Тэхёна и Чонгука, когда они рядом, понимаешь, как же все-таки они идеально подходят друг к другу. У них словно одна аура на двоих, словно они одно целое. И парни никому не позволяют вторгаться в свой мирок. Намджун положил руку на плечо Чонгука. Тэхён, заметив это, возмутился и резко убрал его руку с плеча Чона. Еще один эпизод, где Тэхён своим поступком показывает, что Чонгук – это только его Чон и ничей больше, и только он один желает прикасаться к нему. Чимин пытается погладить Чонгука по голове. Тэхён тут же одергивает его руку и нежно гладит своего любимчика. При этом, так злобно посмотрев на Чимина. 3 место. За любовь. Твой бокал никогда не будет пустым, потому что я буду твоим вином. Участники дружно поднимают бокалы. У всех есть напитки, кроме Тэхёна. Во время тоста Тэхён целенаправленно подставляет бокал к Чонгуку, чтобы тот поделился с ним вином. Рядом с Тэхёном сидели Чимин и Шуга. Он бы мог попросить у кого-то, кто ближе, но нет, он пошел прямо к Чону. Этот случай говорит об их тесной связи, как пара, которые едят с одной тарелки. Люблю такие моменты между ними. 2 место. Чонгук – принцесса Тэхёна. На фансайне Чонгук примерял всевозможные шляпы, но как только он увидел приближающегося Тэхёна, он сразу же засуетился в поисках диадемы, которую быстро надел и посмотрел на Тэхёнчика с милейшей улыбкой. О, нужно удивить своего тигренка. Ну какой же он кокетливый! Каждый раз, когда я смотрю на этот эпизод, у меня поднимается настроение. Как же это забавно. 1 место. Все жизни Тэхёна посвящено Чонгуку. Мы всегда шутим, что Чонгук сложен как греческий бог, но судя по этой покупке, я думаю, Тэхён согласен с нами. Я имею в виду длинные вьющиеся волосы, которые нравятся Тэхёну на Чонгуке, точёное тело и золотые перчатки.
Ви, конечно, сразу увидел в нем Чонгука, как и все мы, и он должен был это понять. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!